Друзья мои, всем огромный привет! Приветствую вас на своем канале. Очень рада вас видеть, очень рада вам показаться и очень рада, что у меня есть первые распуски. Посмотрите на эту прелесть. Это Профар 6156. Спросите, почему так долго меня не было? Я каждый день у мамы в больнице с утра до вечера. Так уже 2 недели. Поэтому нет возможности заниматься цветами, но я прихожу домой вечером и уделяю им время в любом случае. Поливаю, если есть свет. Но уже, слава богу, несколько дней у нас стабилизировалась ситуация и свет есть. Тьфу-тьфу-тьфу. Сегодня уже хорошенько открыл свой цветочек. Вот эта лапочка. Профар 6156. Ну, вот так вот. Вот так скромно, но с изюминкой. Продолжает радовать меня красавчик Phalaenopsis violacea. Вот такой тоже ароматный красавец. Видите, вот такие все интересности, они не цветут гроздями большими. Спасибо за поддержку в комментариях. Спасибо за то, что смотрите мои предыдущие видео, комментируйте. Слушайте, до сих пор цветет таломния. Особо похвастаться цветением в этом сезоне, в данный момент я не могу. Я вспоминала сегодня, что в это время, в прошлые года, уже вовсю начинали открываться, лопаться первые бутоны. В этом году как никогда. Есть, конечно же, цветоносы. Они есть, они здесь, но практически на каждой полке, практически на каждой орхидее они есть. Сейчас я вам покажу. Но обычно мои первые распуски были приурочены к 19-20 декабрю. И уже такой, знаете, начинался мощный темп цветения. В этом году из-за отсутствия света как-то пошло все не так. И еще я вам скажу, я в этом году не использовала преднамеренно монофосфат калия, может быть и зря, но я решила проэкспериментировать, и в этом году я использовала просто обычное удобрение для орхидей польского производства с повышенным содержанием калия и фосфора. Цветоносы вышли, но нет активного движения на них. Как бы вот смотрите, есть цветоносики, но на них немного бутончиков. Сейчас переключусь. Пока это выглядит вот так. Цветонос без бутонов. Здесь цветоносик 2 бутончика. Здесь продолжает каюлани наращивать. Каюлани от аллюры. Где-то 1 бутончик, вот так, видите. Сапфир отдыхает, я ему срезала цветоносы старые, он цвел очень долго. Вот здесь что-то намечается, вот таким образом. Потихоньку, по чуть-чуть, но не спеша. Здесь на нижних полках тоже есть цветоносики, видите? Все только-только начинается. Здесь цветоносик. Вот это вот красавчик, хрустальный водопад. И вчера я полезла на верхнюю полку, сейчас вам тоже покажу ее. Вот здесь тоже, видите, вот цветонос еще в таком состоянии. Здесь 2 цветоноса, начинают появляться бутончики. Здесь вот такая картина. На Дорион 1 цветонос и 2 цветонос. Видите? Еще только вот, на удивление, только-только зарождаются бутошки. Да, и Жорка тоже пришел посчитать бутончики. Видите? Как только я начинаю там что-то делать, он тоже хочет вам рассказать, что у нас здесь происходит. Да, Жорчика? Он за мной скучает. Я прихожу уже после обеда, к вечеру. Он очень скучает, даже не кушает. Жорчика, Жорчика, не переверни. Все, побежал дальше. Я вчера залезла на верхнюю полку, девочки, мальчики, и обнаружила, что у меня есть вот такой интересный цветонос. Вообще, который от отсутствия света
У меня тарабанит стиральная машина, забрала у мамы белье на сменку. И быстренько стираю, должна еще посушить. В общем-то, смотрите, что случилось. Не было света на стеллаже. И вот цветонос пошел не наверх, как обычно Клабби, а вообще пошел вниз. Вот такая вот аномалия у меня случилась вот с этой орхидеей, которая называется Baby Face. Удивительно. Но главное, что все живы, все нормально. Я смотрю, надо ли поливать. Но еще можно пару деньков полив отложить. Хотя, в принципе, раз я уже рассматриваю, как-то кажется, что даже верх тяжелее низа. Так, заодно посмотрим, что тут наросло под цветоносом. Вот это моя сакура, биглип сакура, тоже дал такой цветоносик, тоже собирается цвести. Но сколько будет бутончиков, не знаю. Тоже переживала, что вообще ничего не получится, но вроде как все нормально. Вот его надо обязательно полить. Он вообще водохлеб знатный. Знатный водохлеб. Листик я ему, конечно, защемила. Сейчас исправлюсь. Вот все-таки решил порадовать. Будет цвести. Жорка! Жорка тащит своего медведя. Это его любимая игрушка, которая в 3 раза, а то и в 4 больше Жорки. Вот. Он всегда с ним играет и таскает вот так его за ухо. Представляете? Такой вот Жорка. Кто у меня еще здесь? Моя Карина. Я думала, что Карина в этом году цвести откажется. Ну, тьфу-тьфу, нормально. Все, сейчас буду, девочки, все-таки поливать. Сейчас надо мне еще маме печень приготовить. Потушить. Вот, смотрите. Вот так выходит цветонос у Кариши из-под листика. Она всегда любит подцвести, у меня такая умница. Я ее пересаживала вместе с вами на канале. Ну вот так она сейчас выглядит. Немножко у нее пошла розетка гулять в разные стороны, видите, листья. Но ничего, нормально. Главное, что собирается цвести и не погибло, все с ней прекрасно. Что, неси своего медведя обратно. Так, кто здесь охраняет мои орхидеи? Ой, здесь 2 цветоноса. Это, по-моему, Арвен. Арвен с 2 рожками вот такими. Красавчик. Ой, он красиво так цветет, мне нравится. Тоже вижу, подсох. И вот такие 2 цветоносика идут наверх. Такой молодец. Кто-то скажет, мы хотим видеть цветущие орхидеи. Ну, девчонки, пока цветущих орхидей нет. Многие показывают то, что недавно купили. И говорят, да, это не наше цветение. Он, кстати, вчера только полила. Забыла про свои ванды. И вы знаете, я про них забыла. А они начали растить корни. Вот так вот. Так. Мой Хэппи Минхо. Боже, ты такой раритетный, древний, как будто книги достаю, знаете, с полки. Так, Хэппи Минхо. Хэппи Минхо вообще потерял тургор. Ему срочно требуется полить. Тащи мисочку с водой. Короче говоря, выдал цветонос и нужно срочно полить. И опять-таки, у него здесь закрытая система. Да, видишь, наш Минхо, который счастливый, решил нас осчастливить, а мы водички ему не налили. Жорка, вчера встретили наших друзей-подписчиков. Говорит, боже, это Жорка, неужели это Жорка? Это таки Жорка. Идем за следующей орхидеей. Мы оценим масштаб бедствия. О, это ж мой венецианский карнавал. А вот Лимоша здесь чухается. Что такое, Лимош? Что ты чухаешься? Скажи всем привет. Так, смотрите, моя Венеция вся припала пылью. Это все Лимошка своими... Ой, нет, сейчас я буду это вытирать. Сейчас я буду это все вытирать. У Венеции неплохая розеточка, девчонки и мальчишки. И вот такой вот красивый цветонос новый.
Цвела тоже неплохо в предыдущем цветении. Вот это вот внизу цветоносы от садовника, вот это вот наш цветонос, и вот это еще один наш цветонос. Все-таки биглип и все-таки капризный. Но, слава богу, в закрытой системе нормально себя чувствует. Вот эти все еще можно не поливать дня 2 точно. А вот этот уже хэппи минхо. Вот такой уже, ну, чувствуется, что надо полить и протереть. В общем, сейчас я займусь этой верхней полкой. Вот так, девочки, я и стараюсь. По одной полочке хотя бы в день. Тягни своего медведя. Неси на место, давай. Неси на место Мишку, да, неси. Девочки за тобой соскучились. Надо тебя и Мишку простернуть. И потом в сушилку. Короче говоря, показываю вам еще полочки, на которых есть цветоносики. Вот здесь корешок появился. И это меня больше радует, чем цветоносик. Это парфюмерка бабочка. Вот эта красота, конечно, детка. Растит такие классные цветоносы, да? Так мне нравится. Они все длиннее, длиннее, длиннее. Удивительно. Так, остальные ее собратья. Вот цветонос. Вот цветонос тоже какой-то шилечки. Жура, пожалуйста, не грызи меня. Я понимаю, что ты хочешь со мной играть. Мы сейчас польем цветочки и будем с тобой играть. Хорошо? Хорошо. Короче говоря, получается, что из таких шилериан у меня будет цвести детка на 2 цветоноса. Хотя бы, думаю, по пару цветочков даст. Вот это тоже. Как эту звать-то величать? Это Стюартиана Сога. Это Стюартиана Сога. Это Стюартиана Сога. Ты понял? Стюартиана Сога. Кстати, Жорка уже особо не лезет к орхидеям, если я туда не обращаю внимания, и он туда не лезет. Он уже и коры наелся, и керамзита уже нагонялся, поэтому как-то успокоился, повзрослел. Да, сказала я, и Жорка полез. Не надо. Давай, мама даст тебе какую-то... Давай, шарик дам тебе, на, покрупнее, и ты побежишь играться с ним. В общем, да, я нашла 2 цветоноса на вот этих вот... Вернее, на 2 я нашла желание цвести. Вот здесь у меня Сога Вивьен, тоже с цветоносом. Что, потерял? Куда ты загнал? Куда загнал ты? Мне девочки говорили, заборчик ставить здесь. Надо заменить. Вот я буду поливать низ, заменю вот эти вот баррикады. А то он лезет, на них вот так вот повисает, и они склеиваются. Тут, кстати, тоже бабочка. Бабочка моя красивая. Такая вот. Второй бутончик открывает. А там, вижу, все-таки теряет по одному листочку моя сказка, короче. Я хочу, конечно, увидеть цветение всех этих пестрых красавиц, но пока нет. Пока нет. Горизонтик. Я тоже хочу цветочки на горизонтике. В общем, девочки, в этом году у меня как-то так. Ну, это не на подоконнике. Ой, смотрите, тоже куда ушел цветонос. Надо разворачивать, вытаскивать его аккуратно из-под листика. Ай-яяшки. Вот они как-то, видите, они обычно всегда, когда лампы горели нужное количество часов, они всегда шли наверх. А теперь они вот так вниз. Представляете? Вот уже вторая орхидея с таким цветоносом вниз. Да, и вот его и не выпрямишь. Уже как выйдет, так выйдет. Не хочу трогать, потому что может сломаться. В общем, вот такие дела. Здесь вот прямостоячие есть. Ну, не будем огорчаться. Главное, что сама орхидея в порядке, корни в порядке, нет никаких гнилей. И поэтому, если цветение даже будет не очень, Жорка, беги за листочком, то мы не расстроимся. Ну, что уже делать? Это форс-мажор. Здесь цветоносы пошли стелиться. Видите, вот когда свет хороший, они прям идут вот так наверх. Но сейчас вот прям не повыпрямлялись. Ничего страшного. Будем
растить листочки. Нашла еще один фаленопсис на лоджии северной. И у него тоже цветоносик. Смотрите, какой симпатичный. Вот такой красавчик. Еще маленький. Он у меня вот так, сейчас его покажу. Он у меня вот так на подвесе, как в условиях, так сказать, природных, вот так расположен недалеко от северного окна. Называется он, сейчас я вам скажу, как он называется. Я сначала вообще думала, что вот это цветонос, а может быть это и цветонос, но он с ним приехал. Но он выдал вот такой новенький. Хотелось бы увидеть, как он расцветет. Это Филиппиненсис насип. Вырастил вот такой красивенный, богатый, расписной лист. Так, прям возле лампы покажу вам его. Вау-вау. И дал цветонос. Ну, у него уже такой размер цветения 2,5. Корни тут нарастил. Радует. Конечно же, еще его я не пересаживаю. Так, ну тут внутри он влажноватый, мне кажется. Хотя, в принципе, можно и водички уже добавить. Видите, вот они вот так, у меня такой крючок, муж делал таких крючков для таких временных подвесиков. И вот так вот он висит вниз головой. И ему прям так понравилось. Начал и расти, и цвести собрался. Представляете? Вот так бы на стене устроить такую систему, на которую просто вот так их подвесить. Замечательно. Вот такой вот красавчик у меня. Красавчик, красавчик. Не, все же пойду, я ему предложу немножечко капелюшечку водички. Такая прелесть зелененькая. Ну прям вообще вау-вау. Глянцевый, блестящий. Супер. Прям вот интересно, что ж там за цветок у него будет. Мы с Жоркой на поисках цветоносов. Ну вот мы тут еще нашли парочку. Вот здесь один. Здесь не знаю. Короче, так вот, по чуть-чуть, то там, то сям находим. Так. Кто-то собирается цвести, кто-то не собирается. Кто-то вот уже бутончики растит. Но дефицит, конечно, света сказывается, ребята. Ну, будем посмотреть. Так что всем обнимашки. Всем всего самого наилучшего. Кстати, у меня на этой неделе пересохли хвои. И вот эта красота улетела вниз косичками. Так, а что здесь? Здесь тоже тишина, но цвели летом, поэтому отдыхают. Ну, что-то вот тут появляется, не знаю. В общем, посмотрим. Главное дожить до весны, а там, может быть, и летнее цветение с увеличением светового дня у нас состоится. Все, всех обнимаем, всем мира и добра, всем всего самого наилучшего. А Жорка нашел клееночку и безобразничает. Он мне тут помогает. Сушилка работает, а он мне помогает. Да, неси на место, молодец. Помощник маме. Скажи всем пока. Пока скажи всем пока. Сейчас будем играться. Поскакал. Смотрите, какой непоседа.